Сегодня в Москве в районе Садового кольца в своей трехкомнатной квартире было обнаружено тело известного российского музыканта и хореографа Бориса Михайловича Моисеева. О трагедии сообщили его 30-летняя домработница Елизавета и музыкальный директор артиста. По словам горничной, она отлучалась на несколько минут и ходила в магазин за продуктами, а придя домой, обнаружила известного артиста, лежащего на полу. Елизавета не смогла оказать первую помощь Борису Моисееву и вызвала скорую помощь. Однако драгоценные минуты были потеряны, и звезду 90-х спасти не удалось. Предварительная причина смерти – сердечный приступ. Однако полиция все же возбудила уголовное дело, так как пока неизвестны точные причины трагедии. Еще 2 месяца назад Борис Михайлович стал жертвой квартирных мошенников. Неизвестные ворвались в квартиру музыканта и совершили ограбление. После данного происшествия Борис Михайлович перенес микроинсульт, что и повлияло на сегодняшнюю трагедию. Первые проблемы со здоровьем у Бориса Моисеева появились еще в 2009 году. Борис Моисеев перенес свой первый инсульт, а спустя 5 лет исполнителя хитов «Голубая луна» и «Звездочка» настиг второй. Из-за недуга у артиста перестали двигаться левая рука и верхняя губа. В последние годы за музыкантом ухаживал его директор Сергей Горох и домработница Елизавета. Колоссальную помощь Борису Михайловичу оказывала и Алла Борисовна Пугачева. По некоторым данным, каждый месяц Алла Борисовна присылала своему старому другу тележку с продуктами и энную сумму денег в валюте. Свою творческую карьеру 68-летний артист начал в 70-е годы прошлого столетия. В Каунасе он танцевал в музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером литовского оркестра. В начале 80-х годов прошлого столетия артист работает с Аллой Пугачевой, а в начале 90-х начинает сольную карьеру. Его музыкальные дуэты с Людмилой Гурченко, Аллой Пугачевой и Нильдой Фернандесом принесли ему широкую известность. Борис Моисеев знаком российскому зрителю по таким известным музыкальным хитам, как «Звездочка», «Голубая луна», «Щелкунчик», «Королевство любви», «Глухонемая любовь», «Незаконченный роман», «Наша любовь» и многих других. Прощание с известным артистом состоится в Москве 29 сентября на Ваганьковском кладбище.